Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание волшебному, магическому и энергетически сильному времени. Это время 31 октября на 1 ноября. Да, у многих этот день и это время ассоциируется с Хэллоуином или еще называют Самайном. Но у нас, у славян, это называлось Велесова ночь. И давайте вместе с вами воспользуемся этим временем для того, чтобы зарядить энергетику нашего дома на изобилие, на достаток, на благополучие, на то, чтобы наши желания исполнялись. И давайте поговорим о том, что же можно делать и что нельзя делать, что делали именно наши предки в это время. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте колокольчик, проверяйте, чтобы все были уведомления включены и, конечно же, заходите на наш канал каждый день. Здесь много полезной, важной и интересной информации для каждого человека. Вы знаете, для многих время с 31 октября на 1 ноября, конечно же, ассоциируется с Хэллоуином или еще называют его Самайном, западными праздниками в канун Дня всех святых. Но, наверное, мало кто знает, а возможно мы сейчас и удивим, что в славянской традиции на эту дату приходится свой праздник. И этот праздник называется Велесова ночь. Считается, что Велесова ночь отмечалась в Киевской Руси еще до принятия христианства. И праздник был посвящен Велесу, языческому богу достатка, искусства, красоты, счастья, любви, покровителя провидцев и скота, и стража на грани нашего и потусторонних миров. Поэтому славяне в это время старались не выходить из своих домов, опасаясь попасть в мир духов, а также избегали новых знакомств. Потому что в эту ночь вместе с добрыми могли прийти и злые духи. Наши предки, чтобы обезопасить свое жилье, обходили обязательно весь свой дом с горящей свечкой, крестя ей каждое окно и говоря следующие слова. «Кладу святой крест на свое окошко, тем крестом запор творю от темных сил. Им ко мне в дом больше не приходить, а тем, что уже проникли, здесь сгинуть». Также, пожалуйста, в это время не заводите никаких новых знакомств. Считается, что новый человек не сулит ничего вам хорошего, а наоборот принесет одни несчастья. Если же знакомства избежать у вас не получилось, нужно перед сном обязательно сказать: «Чур меня от знакомства дурного, дай Бог мне друга хорошего». А для того, чтобы эти слова стали более сильными, нужно надеть ночную пижаму именно наизнанку. Но и знайте, что если незнакомец подстучится в дверь в это сильное магическое время, то быть беде. Потому что это может даже предвещать какие-то проблемы у кого-то из членов семьи в грядущем году. Ну а чтобы этого не случилось, таким гостям не нужно разрешать переступать порог дома. А вслед нужно сказать: «Остынь, незнакомца вслед, не причинив нам бед, не ведя в труды, не наделав беды». Следует опасаться и появления в доме черной собаки. Это грозит тем, что скоро в жизни появится именно какой-то враг, который будет портить между ее членами отношения, внося в их жизнь разлад и отчуждение. А вот белая собака предвещает только хорошие знакомства в самом ближайшем времени. Также, друзья, недобрый знак давать взаймы вечером 31 октября. Помните о том, что, одолжив деньги, можно не только не дождаться возврата, но и вообще понести финансовые потери. А на следующий день, исполнив просьбу и дав деньги, вслед нужно сказать: «Велес, Велесок, услышь мой голосок. Деньгам возвратиться, а мне счастья и достатка не лишиться».
Прежде всего, вы знаете, Велесова ночь это был семейный достаточно праздник. Почему? Дело в том, что в эту ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род. Поэтому, когда вы 31 октября будете собираться к столу, то обязательно скажите следующие слова. Я прославляю моих кровных предков. Я прославляю людей, близких моему сердцу. Я прославляю людей, передавших мне свои традиции. Также в Велесову ночь, именно перед наступлением темноты, разводили огонь. И в свое время наши предки прыгали через такой огонь, ходили босыми ногами по раскаленным углям. И это было, знаете, своеобразным обрядом очищения и освобождения от злых сил. Также, друзья, в комментариях напишите, а кто из вас ходил босыми ногами по раскаленным углям. Если такое было, напишите в комментариях ваши ощущения. Нам интересно услышать ваш опыт и ваши ощущения. Именно поэтому празднование Велесовой ночи для славян имело особое значение. Вы знаете, именно сама Велесова ночь считается достаточно магическим временем испытания и в то же время посвящения. И в эту ночь очень легко спуститься в свое подсознание и вот обрести ту силу, с помощью которой вы можете преодолеть любой страх. Как мы уже сказали, это время для очищения, для осмысления и перехода, и, возможно, даже вот переход на какую-то новую ступеньку. А еще в эту ночь вы можете распрощаться с болезнями, с проблемами, с каким-либо невезением. Что нужно для этого сделать? Возьмите бумагу, разрежьте ее, знаете, на полосочки, и на полосках бумаги напишите то, от чего вы хотите избавиться. То есть одна полоска у нас с вами, одна проблема. Далее зажигаем свечу и в пламени свечи сжигайте свои проблемы. Только большая просьба, будьте осторожны с огнем, потому что огонь в это время достаточно сильный. Ну, а когда вы в Велесову ночь будете писать свои желания, пожелайте себе не материальных именно благ в первую очередь, а научиться жить в счастье, в гармонии и изобилии. Попросите Бога Велеса, Вселенную, помочь встать вам на правильный путь, изменить себя и свое окружение, но только в лучшую сторону. И обязательно старайтесь 31 и 1 уже ноября всем людям желать счастья, любви, благополучия. Постарайтесь ко всем относиться с любовью, это очень важно. И, друзья, мы хотим еще с вами провести достаточно интересные ритуалы. Это не ритуалы даже, а гадания на деньги и богатство. Обязательно проведите или гадание на деньги и богатство, или проведите, не наведена ли на вас порча, или, если вы хотите узнать, нет ли рядом с вами злых сил. Итак, давайте начнем с первого. Для проведения гадания на деньги и богатство вам нужно взять стакан, наполнить его чистой водой и поставить на ночь на подоконник. То есть сделаем мы это 31 уже вечером. Утром, уже 1 ноября, посмотрите в стакан. И если вы в стакане заметите в воде волосок, там, я не знаю, листик, какой-то либо маленький предмет, который нечаянно упадет в стакан за эту ночь, то знайте, что значит у вас скоро появятся деньги. Вы спросите, откуда? Знаете, пути Вселенной неисповедимы, поэтому это может быть и прибыльная работа, это вы можете получить премию, кто-то вам даст долг, возможно, или, возможно, даже завещание, о котором вы никогда не знали, и будете достаточно удивлены. Поэтому обязательно с 31 на 1 ноября обязательно проведите такое гадание. И, друзья, и еще давайте мы узнаем с вами, не наведена ли на вас порча. Мы тоже будем использовать именно стакан воды здесь. Наливаем в стакан воды и говорим над нашим стаканом следующие слова. До моей воды не будет никому
доброму нужды. А коли будет злодею охота ею напиться, то пусть ею он и успокоится. Далее, а утром уже вы проснетесь. И если в кружке с водой обнаружится какой-то посторонний предмет, без разницы, что это будет, или, возможно, насекомое, то есть вы это увидите, то есть это видно будет даже невооруженным глазом. Значит, против вас действительно замышляется какое-то колдовство. Но если эту водичку вылить за пределами вашего дома, то знаете, колдовство потеряет свою силу. Друзья, вот сегодня мы с вами хотели поделиться вот этим магическим временем, которое вы можете провести во благо себе, для изобилия, для достатка. Друзья, обязательно в это время употребляйте вкусную еду, ведите приятные разговоры. Пусть в вашем доме, где вы проживаете, где вы с кем вы общаетесь, будет у вас уютная атмосфера. Наслаждайтесь жизнью и прочувствуйте все ее прелести. Помните, вы этого стоите.